комплект универсального прибора неразрушающего контроля Netscope входят кейс, основной приборный блок, руководство по эксплуатации, соединительные кабели, предусилители, магнитные держатели, комплект преобразователей акустической эмиссии, зарядное устройство для основного приборного блока, комплект ремней и USB-накопитель с дистрибутивом программы Align. Основной приборный блок. На лицевой стороне расположены дисплей, клавиатура и светодиодный индикатор заряда батарей и состояния электропитания. На верхней стороне расположены выключатель питания, два разъема с маркировкой А для подключения источников аналоговых сигналов и два разъема с маркировкой D для подключения опциональных блоков параметрических измерений. Под защитной заглушкой находится отсек, содержащий разъем с SD-картой для записи регистрируемых данных и разъем для подключения зарядного устройства. Сзади находятся регулируемые по высоте упоры, и петли для крепления ремней. Снизу находится табличка с названием модели основного приборного блока и его серийным номером. Предусилители. Рядом с надписью «Датчик» имеется разъем для подключения преобразователя акустической эмиссии. Рядом с надписью «Выход» разъем для соединения кабелем с основным приборным блоком. На верхней и боковой гранях находятся таблички с указанием модели, характеристик и серийного номера предусилителя. Снизу находятся магнитные контакты. Преобразователи акустической эмиссии. На верхней поверхности каждого обычно указаны его тип и серийный номер. С противоположной стороны находится протектор. В конце короткого кабеля находится разъем для подключения к предусилителю. Магнитные держатели. Каждый держатель имеет две ножки с магнитными контактами, а также регулировку по высоте конкретного типа преобразователей акустической эмиссии. В комплект опционально входят вибропреобразователи со встроенной электроникой.
На боковой поверхности каждого обычно указаны его тип и серийный номер. В конце короткого кабеля находится разъем для подключения непосредственно к основному приборному блоку. Начинаем сборку прибора. Перед началом работы рекомендуется проверить наличие SD-карты. К каждому разъему А основного приборного блока подключается соединительный кабель. Второй разъем каждого кабеля подключается к разъему предусилителя рядом с надписью «Выход». Рядом с надписями «Датчик» на предусилителях находятся разъемы, к которым подключаются преобразователи акустической эмиссии. Сборка прибора завершена. Приступаем к измерению. Для начала работы необходимо нажать и удерживать в течение нескольких секунд выключатель электропитания. При этом загорится индикатор состояния электропитания. В течение 1-2 минут основной приборный блок загружается. По окончании загрузки на дисплее отобразится меню выбора режима работы. В нижней части дисплея отображается состояние батарей. Выбор необходимого режима работы осуществляется последовательным нажатием клавиш стрелок. Выбираем, к примеру, режим акустика эмиссионная система. Нажимаем ОК. Для начала работы нажимаем на клавишу «Старт измерения». Нажимаем ОК. С помощью клавиш стрелок можно переключаться между различными графиками и таблицами. Первое, что в любом случае появляется на экране, это график с уровнем шума на каждом канале.